Всем здравствуйте! Рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня посмотрим с вами такую тему, в чем вы себя предаете. В чем вы себя предаете. Возможно, вы не осознаете этого. Возможно, вы понимаете. Так, в чем вы себя предаете? 3 варианта. Первая позиция. В чем вы себя предаете? Так, второй вариант. В чем вы себя предаете? И третий вариант. В чем вы себя предаете? Так, выбирайте, пожалуйста. Кто хочет смотреть весь расклад целиком, можно смотреть целиком. Так. Первый вариант. В чем вы себя предаете? Что? Смотрите, здесь о том, что вы, допустим, ради близких, ради семьи, возможно, кто-то ради своих детей жертвует, то есть не то чтобы жертвует, а уходит от своих каких-то важных идей, важных желаний. То есть, может быть, вы себя, так скажем, обманываете в том, что у вас нет своих собственных желаний, что у вас нет каких-то своих собственных стремлений, как будто бы вы действительно вот здесь всю, если вот здесь о женщине, допустим, идет речь, да, то это всю себя отдаете семье, детям, действительно стараетесь для этого, действительно вкладываетесь в это. И опять же, свои какие-то идеи, желания, стремления, какие-то вот действительно важные для вас вещи, то, что могло бы для вас стать очень ценным, нести вам какую-то радость, вы это, вы знаете, как будто закрываете на это глаза, отворачиваетесь от этого, от каких-то своих идей, от своих желаний, возможно, да, ну, от желаний, вот скорее, да, от желаний. Вы от этого отворачиваетесь, потому что у вас есть обязанности, есть ваши заботы, да, какие-то вот связанные либо как бы с семьей, либо вот с вашей ответственностью где-то. Ну, в любом случае, это о каком-то, о семье. Либо это ответственность перед вашим супругом, детьми, да, если это женщина, либо вот если мужчина, то на себя переворачиваете просто. Либо это ответственность вот перед старшими в семье, перед родителями, да, вы какими-то своими желаниями, идеями жертвуете. Так. Понимаете, здесь о чем? О том, что вы в суете, в каких-то заботах, в том, что вам нужно все решить. Может быть, действительно, вы очень многое на вас лежит в вашей семье, да, что вы много чего решаете. Может быть, здесь еще есть такая указка на то, что если у вас детки есть, то здесь говорится о том, что вы многое делаете за детей того, что они могли бы уже делать сами. То есть, если это, естественно, уже о более взрослых детях. То есть, старайтесь помочь, старайтесь где-то как-то
ну, действительно быть нужным, действительно свою энергию, получается, вы вкладываете в всю свою энергию в семью, но здесь, то есть в то, чтобы помогать вот окружающим вас, вашим близким, вашим любимым людям. Это как бы хорошо, да, что вы стремитесь помогать другим в своей семье, быть нужным человеком, но здесь вы уходите в перекос от того, что вы закрываете глаза на свои собственные желания, на свои собственные какие-то интересы, то, что вас бы развивало как личность, то, что вас бы наполняло энергией. Вот здесь еще ваш интерес, то есть он бы делал вас еще сильнее, то есть если бы вы уделяли время своим желаниям. И здесь в чем вообще суть? В том, что вы сами для себя говорите, что у вас нет личных желаний. Вот как будто бы у вас нет личных желаний только лишь для вас. Возможно, вы просто об этом могли не задумываться. На самом деле они есть на подсознании, но вы когда-то для себя вот этот момент закрыли, что, то есть это, вы знаете, мне кажется, эта позиция вот прям вот таким вот семейным людям, ответственным людям, на которых висит много обязанностей семейных, именно семейных, вот эта позиция их подходит именно таким людям, потому что здесь именно вот четко об этом, о том, что вы когда-то для себя закрыли тот момент, что вы не можете хотеть чего-то только лично для себя, вы можете хотеть только лишь для семьи, для детей, для общего блага, да, но не для себя лично. Вот свои личные интересы, свои личные потребности вы не закрываете. То есть это может быть даже в каких-то мелочах, это может быть в каких-то идеях, в том, что вы хотите чему-то научиться, в том, что вы хотите узнать что-то новое. То есть лично для себя вот развиваться в какой-то сфере. Просто нет времени на это, потому что вы загружены заботами о ваших близких. О ваших близких, о доме, о семье. Но, понимаете, здесь еще о чем говорит, что ваши желания, просто вот так вот как бы как книжечкой, да, подсматриваю, о том, что ваши желания, они на самом деле очень нужны, то есть ваши какие-то идеи, то, как вы бы себя реализовывали, то, чему бы вы учились, допустим, да, это очень важно, и это как бы, во-первых, это вас освободит от чего-то, освободит вас, вашу какую-то вот внутренний ваш потенциал, внутреннюю энергию. Во-вторых, это действительно как-то здорово повлияет на ваше саморазвитие и как-то изменит вашу жизнь, серьезно изменит вашу жизнь, да, потому что вот здесь ваши личные желания, они очень важны. Они действительно важны. Вот какие-то, может быть, даже увлечения, какие-то вот интересы. Не закрывайтесь от них, не откладывайте этого на потом, а занимайтесь этим тогда, когда, в общем-то, вам хочется, потому что вот за этим, за вашим каким-то личным желанием только для себя стоит какая-то важная перемена в вашей жизни, которая вас от чего-то освободит, от каких-то, может быть, рамок. Может быть, действительно освободит вашу внутреннюю энергию, ваш внутренний потенциал. Вот это связано, очень тесно связано с тем, что вы хотите чему-то научиться. То есть, может быть, вы хотите познать какую-то профессию, да, новую, либо вот вы в чем-то очень интересуетесь, чем-то очень интересуетесь, увлекаетесь, но нет просто времени на это, да. Вот здесь вот находите время хотя бы по несколько минут, начинайте вникать, потому что это для вас очень важно, будет хороший результат у вас с этим, и еще это очень как-то повлияет, как я уже сказала, на вашу жизнь, то есть какие-то перемены несет какие-то перемены. Да, понимаете, вот прислушивайтесь к себе, не закрывайтесь от своих желаний. Вот именно в этом вы себя и предаете. В том, что вы говорите, у меня нет моих желаний, я ничего не хочу. Мне бы, вот, допустим, чтобы все в моей семье были счастливы, и я был бы счастлив. А что для себя? Надо задуматься, что для себя, что лично для себя, ваше истинное желание изнутри, которое исходит из сердца, что для себя вы хотите. Вот там и ключ в вашем желании, что для себя есть ключ
к каким-то серьезным важным переменам. Но здесь для многих действительно нужно будет над этим задуматься, нужно подумать, потому что вы настолько закрыли эту тему для себя, что вы ничего не желаете, да, что у вас какие-то только семейные интересы, что вы действительно можете и этого и не осознавать. Не осознавать. Вот в этом вы себя предаете, в том, что вы не можете, то есть вы когда-то закрыли для себя такой момент личных желаний. То есть есть желания общие, семейные, для всех, но не для меня. Так, благодарю вас за просмотр. Так, второй вариант. Второй вариант. В чем вы себя предаете? Так, это о чем? Сейчас, подожди, еще раз, еще. В чем? Потом вкладываю. Так, смотрите здесь о чем. О том, что вы недооцениваете своих сил, вы недооцениваете своих способностей, очень сильно недооцениваете. Здесь человек, обладающий большим количеством талантов, большим ресурсом внутренним, человек, который очень ярко выделяется на фоне других, необычный, нестандартный, но здесь вы очень сильно себя недооцениваете, вот так. По второму варианту здесь вот действительно большой вот вы на себя смотрите совершенно какими-то другими глазами, вы не видите своего ресурса, своего потенциала, на что вы вообще способны на самом деле. И причем, смотрите, через что это может проявляться? Это может проявляться через то, что у вас есть мечты, у вас есть желания, вы их откладываете, вы боитесь приступить к их реализации, потому что вам кажется, что вы не справитесь, это первое, что это не будет оценено по достоинству, либо это никому не будет нужно, это второе, либо это вообще, что в принципе как будто бы вы будете незамечены, вообще не замечены никем. То есть вот ваша вот эта вот, знаете, какая-то вот здесь внутренняя вот особенность, внутренняя уникальность, она не будет оценена по достоинству, и она не будет замечена другими, потому что вас никто не поймет. Потому что вас никто не поймет. Очень здесь сильный человек, который способен просто... Очень, знаете, здесь вы способны... Вообще вот здесь, по этому варианту, здесь необычные люди. Вообще всегда у нас второй вариант, он особенный, как я говорю, волшебный, да? Но здесь вот сейчас вышла просто мощная энергетика, которая говорит о том, что здесь человек, который должен, то есть своей энергией, так скажем, да, если вы будете действительно идти, проявляться так, как нужно вам, то есть как положено по судьбе, да, то вы вообще способны здесь менять пространство, так скажем, вокруг вас, то есть мир менять своими вот делами, своей энергией, тем, что вы будете создавать, тем, что вы будете творить. Потому что здесь одни старшие арканы на вас, и говорится о том, что вы управляете изменениями, вы управляете, то есть всем, вот как ваша атмосфера, да, ваша энергетика, где бы вы ни появлялись, то есть в какое бы вы общество ни входили, вы выносите туда судьбоносные перемены. То есть либо это может быть какой-то коллектив, либо это семья, либо это люди, которые с вами общаются, либо если вы, допустим, въезжаете где-то на какое-то пространство, либо делаете что-то для других людей, да, своими руками. Здесь вы своей мощной, очень светлой, позитивной, положительной энергетикой меняете
всех тех, кто с вами взаимодействует, всех тех, кто с вами взаимодействует. Но вы очень сильно здесь себя недооцениваете. Даже если вы знаете о своих способностях, я здесь все равно скажу, что здесь будет эзотерического плана способности, это однозначно. Однозначно. Здесь могут быть эзотерического плана способности, здесь может быть какие-то художественные таланты, любые таланты, связанные с творчеством, с музыкой, с красотой, с какой-то... Вы можете красивую одежду создавать, вы можете... Вообще здесь вот человек, который может даже быть известной личностью, очень известной личностью. Здесь по этому варианту могут быть такие люди. То есть, но даже если вы сейчас являетесь известным человеком, да, даже если вы сейчас уже достигли каких-то высот, это вообще не предел. То есть внутри себя вы все равно как-то недооцениваете всего своего потенциала, вы его не видите, вы абсолютно считаете себя намного ниже, чем вот, я не знаю почему. Вы много можете работать, вы много можете вкладываться, вы очень душевный, эмпатичный человек. Почему? Ну вот вы застряли вот в том моменте, что вы либо в начале в самом, либо вы как-то... Вы просто как-то с другой стороны, что ли, на себя смотрите, не понимаете и не осознаете своего внутреннего потенциала, вообще того, на что вы способны. Вы это не осознаете. Не осознаете. Смотрите, вот в чем вы себя предаете. Если говорится о том, что вы не осознаете своего ресурса, то здесь говорит о том, что если у вас есть мечты, если у вас есть желания, какие-то цели, и вы думаете, что это никому не нужно будет, если вы пойдете в это, потому что здесь в любом случае ваши мечты, ваши цели, они как-то связаны с служением людям, с тем, что вы будете нести в мир. Это не какие-то личные цели, это не то, что вы хотите машину, квартиру, либо еще что-то вот такое земное, да, нет, это какие-то глобальные цели, которые влияют на жизнь людей, которые вообще с вами взаимодействуют. А если вы известная личность, и с вами взаимодействует множество людей, то вы влияете очень мощно и со светлой стороны, я скажу так, со светлой стороны вы влияете на огромное количество людей. Поэтому думать о том, что вас никто не поймет, ваш внутренний мир никто не поймет, вот это есть ваше предательство. То, что я не буду проявлять себя, я не буду свои таланты показывать, потому что их никто не оценит. Это предательство себя и, понимаете, своей миссии. Потому что здесь однозначно человек, который должен светить другим людям, да, человек, который должен сиять, который должен помогать своим светом своим внутренним. Но это все прямо вот под блоками, да, под блоками того, что вы не видите, недооцениваете себя очень сильно. Очень сильно. Откроется это все. Так, ну, конечно, да, откроется, все это прорабатывается, все это решается. Все, как бы здесь вообще очень сильная, мощная личность. Здесь ваши все вот эти таланты, они не будут, так скажем, вам не дадут просто так жизнь провести свою в тени. Вы все равно, так или иначе, свое предназначение выполнять будете. Вы все равно будете указывать, так скажем, путь, светить, сиять своими дарами, да. Вы будете это делать. Как бы вы там сейчас не прятались, недооценивали, просто дело в том, что насколько больше вы бы успели сделать, если бы вы приняли то, что вы действительно должны это делать, то, что вы для этого были рождены. Если вы это примете и пойдете по своему пути служения миру, да, то здесь вы делаете гораздо больше, чем то, когда вас уже приведут через какие-то ситуации насильно, так скажем, на ваш путь, да, будут из раза в раз возвращать. Но то, что вы будете раскрывать глаза на себя самого, то, что вы будете понимать свою ценность, то, что вы будете осознавать свои дары, это будет, да, только лишь от вас зависит, с какой скоростью, и от каждого человека, конечно, смотрящего этот вариант в отдельности, да, зависит, с какой скоростью эти дары будут распаковываться в вас, с какой скоростью вы начнете принимать то, что вы
то, что вы уникальны, и то, что вот эта уникальность, она нужна миру. Это то, в чем сейчас нуждаются люди. Это не какая-то, не какой-то ваш изъян. Это то, что необходимо сейчас миру. Это не изъян, это не то, что кто-то может осудить. Это то, что необходимо. Это, я не знаю, это какой-то такой свет, доброта, вот искренность. Это то, что, чего, знаете, уже давно не было. И то, что действительно нужно. Ой, такой поток прямо мощный такой. Благодарю вас за просмотр. Так, третий вариант. Так, я забыла тему. Тема у нас какая? Забыла. В чем вы себя предаете, да? В чем вы себя предаете? Так, третий вариант. В чем вы себя предаете? Не могу от второго варианта отойти. Немножко голова не соображает пока. Такие там мощные энергии были вообще на втором варианте. Шикарные просто. Так. Ну что ж я сижу-то, господи, боже мой. Что же я сижу? Смотрите, есть у вас какие-то задачи, какие-то цели, какие-то желания, ну, скорее всего, какие-то цели, да, которые вы перед собой ставите, к которым вы должны идти для вашей реализации, для вашего, может быть, духовного развития, для вашего вообще развития личности, какое-то обучение, ну, в общем-то, движение вперед. Что здесь? Вы себя предаете, когда вы откладываете, когда вы тормозите с этим, с какими-то своими целями, с тем, что вы действительно знаете, что вы, допустим, можете это реализовать, что вы достойны этого, да, но вы по каким-то причинам боитесь, вот есть страхи не справиться, страхи не справиться, и поэтому вы тянете с чем-то и пытаетесь, ну, немножко так, знаете, остаться в прошлом, застопориться на прошлом, не знаю, как-то с чем это связано, с чем это связано сейчас, почему оттягиваете вы момент какой-то реализации, какого-то, может быть, своего начинания, обучения. В любом случае, что благополучно влияет на вашу личность, на вашу, ну, как бы, знаете, жизнь, на условия вашей жизни, то есть, возможно, какие-то проекты, которые могли бы вас вывести на новый уровень. Вы их откладываете и остаетесь немножко в прошлом, потому что есть какие-то страхи, сомнения. Доверие здесь, смотрите, вам необходимо доверие высшим силам. Доверие высшим силам, что это о чем? Отпустить прошлое какой-то опыт отпустить. Смотрите, еще о чем. Здесь о том, что доверие высшим силам в ваших начинаниях вот нужно. Потому что, во-первых, здесь говорится о том, что у вас интуиция, она, то есть даже, ну, интуиция, да, интуиция ваша, она хорошо работает. Вы чувствуете направление верное, куда вам вкладываться, какие-то, может быть, начинания, проекты ваши новые, деятельность. Все-таки здесь больше о какой-то материальной сфере, о том, что принесло бы вам доход, что вывело бы вас на новый уровень жизненный, да, какой-то вот такой вот здесь вот вариант. Ну и еще все-таки о духовном каком-то росте здесь идет речь, да, о том, что вы как-то еще будете улучшать себя в духовном плане. Может быть, это как-то взаимосвязано. Новый проект, ваша новая деятельность, плюс еще и
будет связан с духовной и материальной как-то сферой одновременно. То есть либо хорошо повлияет, чего бы это ни касалось, да, и той сферы коснется. И о чем здесь? О том, что немножко страшно отпустить прошлое, немножко страшно потерять что-то из прошлого, если вы начнете вкладываться в новое какое-то дело. Но вы чувствуете внутри интуитивно, что вам туда надо. Вы чувствуете, что вам туда надо. Вы понимаете, но вы тянете. Вот в этом вы себя предаете. Тянете в том, что вы не доверяете высшим силам и не доверяете себе тому, что вы справитесь. Не доверяете себе тому, что вы дойдете до своей цели. В этом вы себя предаете. Но из доверия. Здесь необходимо доверие высшим силам, да, прежде всего. Да, откладывать. Вот откладывать не надо. Вот нужно вот как бы начинать вот это все. Так, а что это? Угу. Как только возьмете за дело, все будет отлично. Смотрите, говорится о том, что это, знаете, это урок. Ваш урок. Ваш урок в том, что вы пройдете момент того, что отпускаете, не боитесь потерять, то есть не боитесь что-то потерять. То есть преодолев этот страх, что вы сейчас, вложившись в какое-то новое дело, потеряете что-то нажитое вами, либо как-то измените круто свою жизнь, и это урок, это кармический урок. Вы как бы его пройдете. Пройдете вы его так, когда вы все-таки поймете, что только от вас зависит, дойдете вы до своей цели, только от вас зависит все, то есть нет никаких страшилок, нет ничего вокруг, нет ничего, никаких препятствий для того, чтобы вы достигли вашей цели. Ну что здесь, цели вы достигнете, десятка пентаклей, это однозначно говорит о том, что если мы говорим о работе, о материальных каких-то вещах, это прекрасный результат, это замечательный результат. Вот. От ваших усилий, от ваших вложений все будет зависеть. Но, так скажем, страх ваш с тем, что вы потеряете, а потеряете вы здесь какую-то, так скажем, боитесь, не то, что потеряете, вы боитесь потерять какую-то свою стабильность, уверенность, но это четверка пентаклей, а это десятка. Понятно, что здесь как бы больше, да, что вы боитесь потерять в малом на пути к большому. Вот не нужно этого делать. Здесь о том, что не переживайте. Еще после четверки пентаклей, да, после вашего страха потерять что-то такое, так скажем, ваше стабильное, где вы уже себя комфортно чувствуете, и это ваше, оно никуда не денется. Идет шестерка о том, что это карта помощи от других, помощи, взаимопомощи, взаимовыгодного обмена, плюс еще помощи высших сил. Обязательно это карта помощи высших сил. Поэтому здесь вам говорится о том, чтобы вы не волновались и не переживали. То, что должно быть с вами, останется с вами. Вот эта карта об этом говорит. То, что должно быть с вами, оно останется с вами. Не нужно откладывать. И еще вот когда вы тянете, откладываете на потом, это вы затягиваете этот урок. Урок, который сложный, и в котором, вы знаете, вас вот прям за веревочки дергают и мучают тем, что вот ты сейчас потеряешь, у тебя ничего не получится, и у вас сомнения не справиться, сомнения вообще в этой вашей задумке, вашей идее, да, в каком-то деле. Вот, мне кажется, это с чем-то вот материальным связано. Ну, во всяком случае, карты, видите, да, какие вышли. Поэтому вот не сомневайтесь в себе, в своих силах, в том, что вы справитесь. Не сомневайтесь в том, что не бойтесь что-либо потерять, да. Конечно, придется какие-то изменения внести в свою жизнь, да. Конечно, придется что-то новое делать. То есть не будет все как прежде, да, в прошлом, да, не будет все стабильно и, то есть как-то, знаете, предсказуемо, не будет предсказуемо. Будут какие-то такие моменты, к которым вы будете готовы. Но вы-то будете готовы, потому что вы здесь маг в этой ситуации. Вы здесь маг. Цели здесь хорошие, интересные, стоящие. И то, что у вас хватит на реализацию этих целей, и ресурсов, и умений,
В общем-то, здесь все у вас получится. Но вот это вот момент ваших сомнений и страхов с того, что я что-то сейчас потеряю, либо отложу на потом, сейчас наберусь опыта, либо посмотрю на обстановку вокруг, и потом уже начну, и это как будто бы, знаете, бесконечно длится, то есть это не постоянно, это не единичный случай, вы откладываете, а потом приходит тот момент, до которого вы откладывали, потом вы находите еще новый какой-то, господи, слово забыла, причину. Вы находите причину, да, чтобы снова отложить что-то, да, чтобы, ну, на потом. И опять вот снова как бы откладываете, потому что вот то-то, 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 да, и опять откладываете. И вот в этом вы можете несколько раз, да, вот эта вся история происходить, повторяться. Поэтому здесь не бойтесь, вы совсем справитесь. То есть вы предаете себя в том, что вы не верите в свои силы, в том, что вы боитесь начать что-то, да, вот в этом. В этом. Так, вот, третий вариант. Благодарю вас за просмотр. Спасибо вам большое за ваши лайки, за подписки, за комментарии. Огромное вам всем благодарность. Я очень все это ценю, вас всех ценю, люблю. До новых встреч.